Привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. И это очередное видео о той технике, которой я пользуюсь дома. Потому что в комментариях вы просили об этом рассказать. Окей, это мой любимчик. Мой любимчик пылесос такой вертикальный беспроводной, которым я пользуюсь 3,5 года. Я специально не стал его отмывать, оттирать, да, для съемки, ну, чтобы все было красиво. Не, вот посмотрите, какой он в реальности в использовании, да, становится. Итак, LG Kartzero, и рассказываю, что, собственно, с ним произошло за 3,5 года. Ну, собственно, ничего особенного с ним не произошло. Сразу, конечно, про аккумуляторы. Раз он аккумуляторный, это единственное, конечно, о чем стоит сказать в смысле изменений. Конечно, аккумуляторы просели. Просели, то есть сейчас заряда одного аккумулятора хватает, на меньшую площадь, чем хватало, когда он был новый. Но не очень большая квартира у меня, именно для уборки это примерно около 40 квадратных метров, да, и здесь два аккумулятора в комплекте. Вот один, а вот здесь заряжается другой. И поэтому, в принципе, мне и одного-то хватает. Ну, если не хватает, то есть второй. Поэтому, опять же, глобальной проблемы для меня это не стало. То, что аккумуляторы, потихонечку просаживаются. Так, дальше. В принципе, никаких таких глобальных повреждений он не получил. Вот здесь немного, но это я его ударил, там как-то что-то неаккуратно сделал. Это единственная щетка. Такая она не очень чистая, как обычно у пылесоса. А вот эти вещи, сама щетина, она в нормальном состоянии. То есть менять эту щетку ее не нужно. Почистить нужно. Этим я займусь после съемки. Но в целом работает, собирает мусор, она нормальная, и она, совершенно в нормальном состоянии. Дальше. Эта история с тем, что он раздвижной, телескоп тоже работает все нормально, ничего не сломалось, не вышло из строя, это важно. Дальше. Видите, у меня он с мусором, конечно, нужно как-то почаще, наверное, высыпать мусор, но я что-то как-то поленился. Вот так мусор, он высыпается, конечно, здесь, как с любым таким пылесосом, нужно аккуратно высыпать, чтобы минимально мусор разлетался, минимально как-то его вдыхать. Управление, собственно, осталось таким же удобным, каким оно и было. Это реально так, я к нему привык. Здесь что называется, хорошо лежит в руке. Все здесь прорезиненная такая вставка, и все под рукой. Все режимы, включение, выключение, все, что нужно. Здесь, циклоническая система, большой циклон и несколько циклонических камер. Плюс система фильтров, металлический фильтр, и дальше, собственно, сами циклоны являются фильтрами, да, отсеивается мусор. Здесь такой моющийся фильтр, его, собственно, промываешь, и все, да, и высушил, и дальше он работает. Но еще в комплекте есть запасной. И этот фильтр, это фильтр, который сделан по HEPA технологии. В принципе, знаете, можно, наверное, его поменять, но я так его потихонечку выбиваю из него мусор и даже несколько раз промывал его, просто просушивал и обратно, собственно, вставлял, и все нормально работало, никаких проблем у меня не было. Главное, хорошо его просушить, потому что это важный момент. Да, то есть в этом смысле тоже все у меня работает нормально. Так, базовая станция, она в комплекте идет к этому пылесосу, но это такая достаточно премиальная в свое время модель была. Все опять же работает, ничего не развалилось. Вот так устанавливаете пылесос. Здесь классно то, что у вас сразу заряжается оба аккумулятора, и тот, который в пылесосе, и здесь бокс для зарядки второго аккумулятора. Насадки все, опять же, достаточно удобно здесь висят, хранятся, ничего не отломалось, не отвалилось от самой зарядной станции. Единственное, все насадки висят, да, но для одной насадки места не нашлось. Такое бывает на самом деле, у таких пылесосов как-то раз вроде все помещается, а одна обязательно как-то остается такая неудел. Я ее храню просто в ящике, в тумбочке. Так, насадки тоже, они сами по себе в нормальном состоянии. Я ими так периодически пользуюсь, да, ничего не сломалось, все в этом смысле нормально. Здесь есть функция такой влажной уборки, да, история с вращающимися дисками. Опять же, он у меня после уборки, поэтому так все не очень чисто. В комплекте есть две пары этих дисков, да, они так легко снимаются, и если нужно, берете чистые и меняете. Это все хорошо. Диски тоже сами, ничего с ними не произошло. Несколько раз, конечно, я их стирал в стиральной машине, это можно делать. Вот один момент, который все-таки я о нем расскажу, чтобы максимально быть честным. Вот здесь
Давайте положу сюда. Вот в этом контейнере для воды он немножечко здесь где-то у меня, ну, как бы расклеился. То есть, если... Поэтому немножко, видите, протекает. То есть, если вот так вот он будет протекать. Если вы его вставляете в щетку, в принципе, он не протекает. То есть, все нормально, и мне хватает, ну, хватает его на полности, на влажную уборку, вот когда я уж не ленюсь и использую пылесос именно так. Но в целом такой момент есть. Но в реальности, в принципе, если не лениться, то можно здесь все обезжирить и заклеить, и, в общем, ну, все будет нормально. Но, опять же, повторюсь, когда вы вставляете ее, вот, собственно, в саму базу, то какой-то глобальной утечки воды здесь не происходит. Все нормально работает. Ну, собственно, я даже не знаю, что еще сказать. Честно говоря, я думал, что ролик будет так подлиннее. А оказывается, ну вот нормальный пылесос 3,5 года уже прослужил. И, собственно, я собираюсь им пользоваться и дальше. Напишите в комментариях, как у вас с этим, вот если вы пользуетесь каким-то таким вертикальным пылесосом уже несколько лет. Плюсы, минусы, которые вы обнаружили вот в процессе такой реальной эксплуатации. Будет интересно. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, просто рассказываем о том, как она реально работает, в том числе и вот по прошествии нескольких лет эксплуатации. Подписывайтесь на канал. Еще у нас есть сайт Toster.ru, есть мы в ВК, есть мы в Телеграме, есть мы на Яндекс.Дзене. Там, кстати, не только наши видео, но и много другого интересного домашней техники от нашей команды. Ну, вот так все. До новых обзоров и тестов.